Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами готовим вот такой густой и очень-очень вкусный майонез на одном желтке. В чашку я насыпаю вот такое количество соли, это где-то 1/3 чайной ложки. Чайную ложку без горки сахара. Пол чайной ложки горчицы и вбиваю один желток. Через сито выжимаю сок половинки лимона. Установив блендер в стакан, совершаем покачивающие движения, не отрывая блендер от дна стакана и наблюдая за массой. Как только показались пузырьки, начинаем добавлять растительное масло без запаха до отметки 200 мл. Друзья, процесс взбивания майонеза я вам показываю полностью. Единственное, ускорила скорость съемки, чтобы сэкономить ваше время. А теперь, друзья, обратите особое внимание на консистенцию майонеза. Он начинает расслаиваться. Не пугайтесь, не прекращайте движение венчиком и тем более не выливайте массу. У вас все получится. Просто сейчас нужно блендером начать вращательные движения таким образом, как будто у вас в руках обычный венчик. Взбивайте массу, и через 1-2 минуты она у вас станет такой густой, что просто ложка будет стоять и не падать в этом майонезе. Друзья, смотрите, какой у нас майонез получился. Густой, он вообще с венчика не падает. А теперь я попробую майонез. Видите, он даже с ложки не стекает. Майонез супер вкусный. И, друзья мои, я вам очень рекомендую делать майонез на желтке. Не надо туда добавлять белок. На желтке он получается очень вкусный. И вот, друзья, я очистила с большего стенки стакана. И вот смотрите, отметка 200 грамм. С одного желтка мы с вами сделали бесподобный, вкусный домашний майонез, без всяких добавок. 200 грамм майонеза из одного желтка. Вот я вам даже поверну сейчас, видите? Он практически не вытекает. Я вам сейчас покажу, как он держит форму. Смотрите. Вот я его перевернула, он еле-еле стекает.
Ну а теперь приглашаю подписаться на канал, поставить лайк. Всем пока-пока! Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов!